Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео а, о покупочках, о новых раскрасках. Мне пришла посылочка от Милы. Пришли не все пока раскраски, потому как не все еще пришли даже к Миле, но некоторые уже я получила. Я заказывала, как я уже сказала, несколько. И вот две ко мне наконец-то приехали к столам. Давайте смотреть. Первая, начну, наверное, с попроще. Уже всем, наверное, известная поп-манго. У меня я взяла больше, наверное, как Хэллоуин часть, потому что здесь больше такие вот такого формата. Если кому-то интересно, я полистаю. Пишите в комментариях, мы с вами ее полистаем, потому что я так немножко обзоры посмотрела. Российское издание и зарубежное издание, мне кажется, все-таки не отличаются. Есть иллюстрации, которые, мне кажется, там нет. Или, может, просто мне так показалось. Но, тем не менее. Так. Поэтому я решила взять. Ну и захотелось именно вот такую. Может, и бумага будет поинтереснее. В общем, взяла. И вторая раскраска для меня более, наверное, интересная. Может быть, для кого-то тоже будет более интересный формат. Немножко. Вот такая вот. Это Рэйчел Минц. Эльф of Paladin. Непривычный формат для меня, но в то же время очень интересно будет пораскрашивать, попробовать. Я обожаю, как я уже говорила, эльфы, гномы и так далее. Здесь такой формат, я даже не знаю, иллюстрации. Смотрите, немножко непривычный формат, как будто, знаете, вот когда книги читаешь, папашки, это книги, да, читаешь, там вот есть немногочисленные иллюстрации, вот что-то похожее. Даже не знаю, как это правильно охарактеризовать, как правильно называется. Вот, но тем не менее будет интересно почитать. В общем, раскраска, я так подозреваю, на склейке, достаточно толстенькая. И, как вы уже поняли, она идет по две иллюстрации. Более темная, более светлая иллюстрация. Не знаю, зачем так сделали. Лучше бы тогда уже разделили пополам. Знаете, пол книги темная, и потом вторая половина светлая. Чтобы можно было хотя бы как-то, ну, не знаю. Бумага, не сказать, что прям супер-пупер плотная. Она обычная, тонкая. 22 год. И я так подозреваю, что это не совсем даже иллюстрация. Такое ощущение, как по книге. С книги взяты иллюстрации. Что это не совсем даже под раскрашивание были иллюстрации в свое время. 35 иллюстраций по 2 штуки. В общем, не знаю, кто знает более подробно, что это, как, расскажите. Будет интересно послушать. Потому как не знаю. Здесь есть страничка. Можно потестить карандаши, маркеры, я не знаю, все что угодно, да, эту бумагу потестить, чем лучше красить. Ну и, собственно говоря, сами иллюстрации. Мне очень нравятся иллюстрации, несмотря ни на что они мне очень нравятся. С удовольствием буду раскрашивать, надеюсь, что они будут краситься. Ну, на крайний случай всегда есть маркеры, фломастеры в помощь, если не возьмет карандаш. И вот как видите, темная и такая более светлая, бледная, более яркая такая вот девушка и более высвеченная. И вот так 35 иллюстраций по 2 штуки. Вот. Ну и, может быть, с другой стороны хорошо, если испортилась одна иллюстрация, можно всегда раскрасить второй. Хотя, конечно, как я уже сказала, было бы лучше, если бы они разделили ее пополам. Эту книгу можно было бы даже с кем-то, да, допустим, поделиться. Ну, навряд ли прям захочется постоянно красить дважды одно и то же. Вот. Какой-то новый, видимо, прикол, что вот таким
образом делать раскраску. Были, по-моему, у Селены Финч тоже нечто наподобие, только конкретно дважды. Одна 20 иллюстраций, допустим, потом еще раз повторяется заново эти 20 иллюстраций. Ну, там хотя бы так. Здесь вот в таком формате. Очень нравится, очень интересно. Будет попробовать пораскрашивать. Тем не менее, мне нравятся, как я уже сказала, такие иллюстрации. Ну и, например, для меня что-то новое. Потому что, честно говоря, все-таки иногда вот садишься и понимаешь, что не хочется красить, наверное, уже одно и то же все начало приедаться. Раскрашивать вроде хочется, но уже не так, как поначалу. Видимо, уже начало приедаться все одно и то же. И ты начинаешь привередничать, вредничать, что-то красить не по плану и так далее. А здесь вот что-то, ну, для меня конкретно, что-то принципиально новое. Попробовать, получится, не получится, интересно, неинтересно будет такое красить. В целом, вот такой вот интересный формат. Мне очень нравится. Они здесь прямо действительно как живые. Посмотрите, какая прелесть. В любом случае, всегда интересно пораскрашивать. Еще и вот такое. Бумага, как я сказала, что обычная. Такая, мне кажется, офисная, тонкая. Ну, в общем, я когда смотрела обзор у девочки, я понимала, что это за бумага. Я надеюсь, вам видно. На улице уже темно. У нас рано темнеет. Ну, еще не совсем темно, но уже такого освещения нет. С таким иллюстрациям, наверное, получше. Освещение все-таки нужно. Ну, мы еще к этой раскраске вернемся. Я так чуть-чуть пройдусь по иллюстрациям, чтобы поимели какое-то представление об этой раскраске. Может, кто-то задумывался, стоит, не стоит ее брать. И я решила, что нужно взять, попробовать. Посмотрите, какая красота. В любом случае, она, мне кажется, должна зайти. Даже просто маркерами сидеть раскрашивать тоже неплохо. Собственно говоря, я просто не знаю, как на это ляжет карандаш. Все черное, все затемненное. Ну, всегда есть маркеры. Ну, вот такая вот. Мне очень прям нравится. Здорово. Есть моменты, которые немного смущают, но тем не менее. Вот. Посмотрите, какой классный гном. Просто прелесть. Вот такие вот. Ну и в конце я вообще так понимаю, что-то как, не знаю, скан. Вот еще вот цветы, раскраска, видимо, есть. Еще есть вот такая вот дома, что-то с домами. Или с фермой, или что это. Ну и вот. Будет интересно попробовать. Так что вот такая вот прелесть. Ничего конкретного я вам больше про нее не скажу. Я только получила, как я уже сказала, еще не... Да здесь особой информации-то не сказать, что много. Можно отсканировать и почитать, наверное, что-то про нее посмотреть по QR-коду. В общем, буду красить. Сейчас сяду, хочу одеть на них обложки. Ну, на манго у меня, по-моему, есть обложка. Должна быть, по крайней мере. А вот на эту, наверное, придется поискать. Если не найду, то не буду ничего выдумывать. Схожу в магазин канцелярии, куплю под такую книгу обложку. Ну, если уж совсем не найду, то всегда есть пленка в помощь. Мне просто не очень нравится пленкой заворачивать, потому что чуть неудачно завернул, и уже то пузыри, то еще что-то появляется. Плюс она здесь мягкая, еще на склейке. Не так удобно, как, допустим, обычную жесткую книгу одевать в обложку. Ну, в пленку. Поэтому вот. Ну и
Вот такая. Немножко, конечно, запоздалое решение, потому что можно было брать, красить ее все-таки, наверное, больше на Хэллоуин. Ну, здесь есть такие иллюстрации, которые, в общем-то, и не обязательно ждать прям Хэллоуина. Здесь мне больше Гарри Поттера напоминает иллюстрация. Вот. Ну и просто забавные персонажи. Интересные. Не обязательно, чтобы это был Хэллоуин, допустим, Малефисента. То есть можно всегда себе придумать повод, чтобы такую вот мимишность пораскрашивать. Вот. Мне кажется, для совсем молоденьких девочек это прям вот вообще шикарный вариант раскраски. Ну и таким, как мы, тетям, в общем-то, тоже иногда хочется пораскрашивать что-то вот именно такое. Здорово. Мне кажется, что будет классно. Буду раскрашивать, буду пробовать. А здесь есть и такие иллюстрации. Мне здесь тоже пару прям нравились. Ну, здоровские. И, знаете, я не знаю, уж не буду утверждать прям на 100%, но мне кажется, с обложки вот есть, что, ну, вот такая отдыхалочка книга. Посмотрите, какая прелесть. Джин. Кукла, как Мальвина. Как такая некая отдыхалочка. Красить без напрягов каких-то. Такая вот прелесть. Прям Хэллоуин. В общем, буду пробовать. Посмотрим. Единственное, у меня с ней как-то получилось так. Знаете, я понимаю, сколько людей, столько и мнений, но вот кто-то говорит, здесь бумага намного лучше, чем, ну, под акварель, чем в советском издании. Но я смотрела пару обзоров, пару девочек, ну, конкретно, когда уже красили, которые именно возмущались, что акварель здесь совсем не очень, не ахти, как ложится. Поэтому я пока не знаю. Немножко сомнений терзает, а стоит ли ее под акварель полностью. Но в целом будем пробовать. Вот такие вот у меня обновки были. Ну, понятное дело, шоколадку мне уже утащили девчонки. Ссылку на магазин Милы ВКонтакте я оставлю под видео. Проходите, кто еще не знаком, смотрите, заказывайте. Все очень быстро, четко, как всегда. Вам спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Хорошего всем настроения, вдохновения. Ну и всем пока-пока.